Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Европейцы ринулись за нефтью из Венесуэлы. А Repsol, Eni, Maurel Prom хотят покупать нефть Венесуэлы, запросили лицензии в Минфине США. Александр, что это получается? Так все-таки с рентабельностью нефти Венесуэлы все хорошо? Ну, там спрос, наверное, подскакивает, раз очередь выстраивают. Да, выстраивается очередь, и явно мы ведь ошибались в своих оценках ситуации, когда говорили, что, ну, ребят, о чем говорит тут Трамп? Пересмотрите, пожалуйста, наши ролики про Венесуэлу, чтобы понимать контекст. Мы, правда, к ним сейчас будем обращаться, и для начала вспомним про объемы добычи в Венесуэле. Объемы добычи в Венесуэле падали, начиная с нулевых годов. В конце нулевых годов там добывалось примерно 3,2 миллиона баррелей в сутки. Потом сократилась добыча где-то до 1,7, потом до 1,5, потом рухнула ниже отметки в 1 миллион баррелей в сутки. И в 2025 году, добыча превысила 1 миллион баррелей в сутки. А теперь подробности. А теперь, как говорится, будем углубляться в эту тему. Итак, а почему падала добыча? Ну, если вы сторонник Дональда Трампа или крупный российский экономический блогер, вы наверняка скажете: да дураки у власти в Венесуэле. Ну просто дураки. Вот умных людей поставить, вот они сразу добычу увеличат моментально. Но проблема вот в чем, дорогие друзья. Добыча в Венесуэле стала падать по объективным причинам. Первая объективная причина называлась мировой экономический кризис. Что характерно, мировой экономический кризис конца нулевых годов ударил по всем энергетическим рынкам и неблагоприятно сказался на практически всех компаниях, занимающихся добычей, переработкой, транспортировкой и тому подобное углеводородного сырья. На кого-то больше, на ком-то сказалось больше, на ком-то сказалось меньше. Но, тем не менее, когда у вас за год цена нефти падает в 2-3 раза, вы, наверное, не сможете продолжать добычу с теми же темпами, наращивать добычу с теми же темпами, не сможете поддерживать добычу на тех месторождениях, где, ну, при текущих ценах добыча будет нерентабельной. Ну, стоит ли пояснять, что одно дело, когда вы $100 получаете за баррель, другое дело, когда вы $60 получаете за баррель, третье дело, когда $40 получаете за баррель. Есть месторождения, при которых вы в плюс выходите при $80 за баррель, есть месторождения, где при 40, есть где при 20. Вот те, которые при 20 приносят вам деньги, вы при 30 и при $40, ну, при прочих равных условиях, можете продолжать добычу. Как ни удивительно, если у вас добыча стоит 80, да даже $60. Но если у вас себестоимость $60, то, ну, вы задумаетесь, стоит ли эту самую добычу продолжать. Если вдруг цена те самые $60. Как ни удивительно, $60 на скважине это не означает, что, ну, в ноль можно выйти, потому что нефть еще нужно подготовить к транспортировке, транспортировать, а там еще перерабатывать, а это, знаете, целая история. И все это требует денег. Так вот, в Венесуэле дорогая добыча, потому что себестоимость производства высокая. Не по чьей-то дурости, а потому что там сложная в производстве нефть. Кстати, если мы посмотрим на добычу в Соединенных Штатах Америки, то в отдельные периоды времени, например, во время кризиса 14-16 годов, добыча в Соединенных Штатах падала тогда же, когда падала добыча в Венесуэле. Да, разумеется, в силу ряда причин добыча в Соединенных Штатах потом восстанавливалась, а в Венесуэле не успела восстановиться. Но против Соединенных Штатов в 2019 году Соединенные Штаты не принимали санкции, а против Венесуэлы приняли санкции. И вот добыча, которая теоретически могла при тех ценах либо поддерживаться на уровне порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки, может быть, даже 1,7 миллиона баррелей в сутки, вот под давлением санкций добыча стала снижаться. Потому что, ну, тяжело поддерживать добычу, когда у вас ограничивают доступ компаний, которые с вами сотрудничали, и ограничивают возможности экспорта нефти. Главным покупателем венесуэльской нефти до 2019 года были Соединенные Штаты Америки. В отдельные периоды поставки из Венесуэлы достигали примерно 600-650 тысяч баррелей в сутки в Соединенные Штаты. Это вот перед введением санкций. Потом еще, знаете, 2020 год прошелся по венесуэльской добыче.
Кстати, по американской тоже. Если мы посмотрим на добычу в Соединенных Штатах образца 20-23 годов, то мы заметим, что она почему-то до октября 2023 года все время была ниже, чем в марте 2023, чем в марте 2020. Там тоже дураки какие-то управляли с Соединенными Штатами. Тогда у меня плохие новости для всех сторонников Трампа. Добыча стала сыпаться как раз при нем. Сначала можно было, конечно, бы обвинить Барака Обаму, при котором добыча с середины 15 по середину 16 годов падала. А потом пришлось бы, знаете, обвинять Трампа, как знатного дурака в области нефти и газа, который плохо управляет нефтедобычей. При нем добыча в Соединенных Штатах до того, как Байден подхватил выпавшее нефтегазовое знамя из ослабевших трамповских рук и не понес, увеличивая, наконец, добычу после вот этого разгромного, уничтожающего все периода правления Трампа. Так вот, последние месяцы правления Трампа добыча в Соединенных Штатах от пиковых значений упала, примерно на 3 миллиона баррелей в сутки. В Венесуэле, напоминаю, пиковые значения образца нулевых годов составляли примерно 3,2 миллиона баррелей в сутки. А тут падение на 3 за несколько месяцев. Давайте поговорим про дураков у власти, да? Или все-таки будем смотреть в первую очередь на объективные причины. Себестоимость и в США, и в Венесуэле высокая. Притом средняя себестоимость высокая. А это не означает, что она такая на всех месторождениях. Где-то она ниже, где-то она выше. И может так получиться, что при 60 долларах вы не сможете поддерживать добычу. Ой, кстати, какая неприятность. По существующим прогнозам, добыча в Соединенных Штатах в 2026 году будет на 100 тысяч баррелей ниже, чем в 2025 при тех ценах, которые установились в 2025 году. Ах да, это прогнозирует Управление энергетической информации при Минэнерго США. Это не Венесуэла, это не мы прогнозируем. Это вот эти люди, прямо изнутри Соединенных Штатов сидящие. И вот возвращаемся в Венесуэлу. То есть в 2019 году против Венесуэлы были введены санкции. У Венесуэлы, точнее у ее вот этой государственной нефтегазовой компании, Трамп украл порядка 7 миллиардов долларов, там 7,5, которые по удивительному стечению обстоятельств располагались в Соединенных Штатах. Так бывает. Храните деньги в сберегательной кассе Соединенных Штатов Америки. А вот, странно, что данный чудесный опыт никому ни на что не намекнул, но да ладно, чего уж старое вспоминать, правда? 19-й год, это же было так давно. Вот. Так вот, при Трампе, получается, ввели санкции, добыча в Венесуэле, фактически в 2 раза снизилась. И если она там примерно 1,5 миллиона баррелей была, она сокращалась до 7,5, до 750 тысяч баррелей. Правда, в 2020 году, который по всем очень хорошо прошелся, однако 750. Потом она начала восстанавливаться. Благодаря чему? Частичное снятие санкций, на которое пошел Байден. Весь такой зеленый. Пошел Байден на снятие санкций частичное с Венесуэлы. Выдавались разрешения на работу той же самой компании Chevron. Chevron благополучно работает до сих пор. На территории Венесуэлы увеличивает добычу. В прошлом году, точнее, она увеличила за вот этот вот период, когда частичное снятие санкций было, увеличила добычу где-то на 240-250 тысяч баррелей. В этом году, в 26-м, собирается еще где-то на 120-140 тысяч баррелей увеличить. До любых политических изменений, которые происходили на территории Венесуэлы. А теперь возвращаемся к европейцам, которые куда-то там идут и чего-то там просят. А чего они просят? Они просят то, что фактически они могли бы при определенном стечении обстоятельств получить при Байдене, когда было частичное снятие санкций. Казалось, сейчас еще немножко. С Венесуэлой такие прогнозы были, что характерно. С Венесуэлы сейчас все санкции снимут, а посмотрите, какие у них запасы. Да они зальют нефтью просто весь рынок и вытеснят Россию. Венесуэла хорошо, Россия плохо. Говорилось в 22-23 годах. Кстати, где это все? Да нигде. Добыча, конечно, увеличивается, но темпами, которые соответствуют текущим ценовым конъюнктурам и сохраняющемуся санкционному давлению. То есть европейские компании, по сути, идут и думают, может, в новых условиях нас допустят, как до этого можно было работать, до работы на территории Венесуэлы. При текущих ценах, исходя из накопленного опыта, добыча в Венесуэле может составлять порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки. Возможно, 1 700 000 баррелей в сутки. То есть примерно в среднем, так вот если округлить, на 500 000 баррелей в сутки больше, чем сейчас.
Это при текущих ценовых условиях. То есть при условиях, на фоне которых вводились санкции Соединенными Штатами Америки в 2019 году. И может ли Венесуэла в этом плане увеличить добычу? Да, может, конечно. Собственно говоря, было бы странно, если бы мы предполагали отсутствие возможности увеличить добычу в этой стране, тем более, что снижение добычи вот последних лет 7 было связано с санкционным давлением. Убирайте санкционное давление или чуть-чуть его, делайте его чуть послабее, и да, добыча будет увеличиваться. Но она все равно упирается в потолок. Потолок высокой себестоимости. Опять же, смотрим на Соединенные Штаты, где добыча, это немного, если что, 100 тысяч баррелей в сутки для Соединенных Штатов. Но тем не менее, прогнозируется, что она будет снижаться. Снижаться. Да, всего на 100 тысяч, но при текущих ценах, возможно, еще больше. Это если текущие цены сохранятся. Хотя вот видите, тут колебания какие-то происходят на рынке. То ниже 60 бренд уходит, то выше 60 поднимается. Если будет выше 60, ну, будет получше, в том числе американская нефтедобыча и венесуэльская нефтедобыча. Если будет ниже 60, будет похуже. Но это все объективные факторы. Насколько бы субъективные факторы не влияли на формирование самой цены. Но цена, как факт, является объективной. И она оказывает давление на рентабельность производства нефти в разных странах. И здесь, да, европейцев понять можно. Дополнительные 100-200 тысяч баррелей, которые можно сейчас на каждого получить в Венесуэле, это хорошо. То есть, если вам разрешат вернуться в Венесуэлу, не власти Венесуэлы, а власти Соединенных Штатов. Еще раз, власти Соединенных Штатов. Соединенных Штатов власти разрешат вернуться в Венесуэлу, почему бы не попытаться? Почему бы не дать, не подать запрос и не получить, возможно, разрешение у этого самого ОФАК? Но заметьте, именно лицензию они хотят получить. То есть санкции сохраняются. Сохраняются санкции. Они не ждут, когда санкции снимут. Они идут получать разрешение в рамках действующих санкционных режимов. Вот такая история. И последнее. Хотелось бы как-то прояснить для себя ситуацию с американскими нефтяными компаниями, которых Дональд Трамп собрал где-то вот неделю назад и сказал: владеете венесуэльской нефтедобычей. На что американские компании сказали: что? Зачем? Кому это надо? Кому это надо при текущих вводных? Надо компании Chevron. Стоп. Но компания Chevron работала на территории Венесуэлы и в 2025 году. И последнее. Вот тут мы статью прочитали, в которой были следующие слова. В этом месяце Каракас и Вашингтон договорились о поставках сырой нефти в объеме 50 миллионов баррелей. Это мы знаем со слов Байдена, прошу прощения, все время их путаю, Трампа, очень радикально отличающийся от Байдена человек. Мы это знаем со слов Трампа и знаем так: они нам поставят 30-50 миллионов баррелей. Позвольте сейчас маленькое упражнение. Правда, вот давайте минутку еще задержитесь. Берем 135 тысяч баррелей в сутки, умножаем на 365. Прошу прощения. Тут я немножечко лишний раз нажал. 365, вот. Получаем 49 миллионов 275 тысяч баррелей. А что такое 135 тысяч баррелей? Это объем импорта венесуэльской нефти Соединенными Штатами в октябре 2025 года. То есть, если мы берем суточный этот показатель, умножаем на количество суток в году, мы получаем, примерно 50 миллионов баррелей. Какие новые, оригинальные, потрясающие договоренности, которых раньше вообще не было. И Венесуэла не имела технической возможности поставлять в Штаты 50 миллионов баррелей в год. Вот на этой ноте, с оттенком работы с калькулятором,
мы сегодня и будем завершать. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для того, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.